Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что там для вашего удобства собраны небольшие коллекции. Так что вам не запутаться в узорчиках. Узоров уже очень много. Узоры простые, средней сложности, сложные, ажурные, из разных ниточек. Для разных, так скажем, изделий. То есть на вашу фантазию очень-очень много. Поэтому, надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите свои комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео на моем канале. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, девчата, ребята, привет вам огромнейший. Не устаю каждое видео говорить, что вы моя большая группа поддержки. Спасибо за ваши отзывы, за ваши классные, теплые, приятные слова. Разные города, разные страны. Это очень-очень приятно. Я к вам сегодня с новым узорчиком. Вот с такими ниточками. В моей палитре ниточек Yarn Art Baby добавился вот такой цвет. Ну, осень. Так, краски меняются. Новички, кто не знает, что это за ниточки? Это ниточки Yarn Art Baby. Очень классные ниточки. Я показываю на этих ниточках преимущественно узорчики для именно вашего удобства. Ниточка средней толщины, крючок тоже средней толщины, вам будет так удобнее. Вы, естественно, можете переносить на любые нитки, на какие захотите, на любое изделие, на какое захотите. Понятно? То есть я показываю принцип узорчика. Итак, это 100% акрил. Моточки, да, небольшие. Это 50 грамм 150 метров. Есть большие мотки. 100 грамм 300 метров. Это то же самое. И здесь нам говорит производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Ну, чтобы так было удобнее нам, да. Вот, мы берем 3,5 миллиметра. Опять же, новички. Если вы хотите, чтобы вязание было более плотное, да, то вы, естественно, берете крючок чуть потоньше. Если вы вяжете плотно, либо вы хотите, чтобы у вас изделие было более воздушно, рыхло, берите крючок чуть потолще, экспериментируйте, пробуйте, находите свой крючок, и у вас все получится. Итак, мы взяли крючок, мы взяли ниточки. Кому интересна вот цветовая палитра новых ниточек, которые я взяла, цвет 560. Очень классный, камера передает именно цвет-цвет. Вот это мне больше всего нравится. Ну что, начнем? Давайте начнем как раз с этих ниточек. С новеньких наших ниточек. Кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Так. Сегодня мы с вами сделаем узорчик. Узорчик будет плотненьким. Девчата просили плотненький узорчик. Возможно, это кардиган, возможно, это снуд, возможно, шарфик, возможно, кофточка. Любое использование, куда ваша фантазия вас приведет. И здесь у нас, получается, раппорт будет состоять из 4 петелек. Поэтому 4 × 8 = 32, да? И еще одну петельку наберем, чтобы красивый узорчик закончился. Договорились? Ну что, давайте. Итак, петелька фиксации. Мы ее никогда при наборе наших петелек не считаем. То есть петелька фиксации, петелька фиксации. А теперь набираем 33 воздушные петли. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот. Это будет наш будущий образец. Что делаем дальше? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Так. И отсчитываем, получается, от крючка 4-ю петельку. 1, 2, 3, 4. Накид. И вот в эту 4-ю петельку делаем 2 столбика с накидом. Вы пока просто повторяйте. 2 петельки, накид, ввели крючок в петельку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас получается здесь, мы провязали 3 петельки подъема, это имитация столбика. То есть по итогу у нас здесь с вами 3 столбика, которые берутся за одну петельку цепочки. Угу. Что делаем дальше? Внимательно смотрим, не пропускаем ни одну косичку. 1, 2, 3 петельки пропустили, в четвертую провязываем точно так же такой же веерочек из 3 столбиков с накидом. 1, 2 и 3. Угу. Вот, получается еще один вот такой вот мини-веерочек. Опять пропускаем 3 петельки цепочки. 1, 2, 3. Внимательно смотрим. В четвертую провязываем опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу.
И идем точно так же дальше. 3 петельки цепочки пропускаем, считаем внимательно. В четвертую провязываем опять 3 столбика с накидом. Девчата, новички, смотрите, если вам сложно, да, ориентироваться вот в этой цепочке, если вы теряетесь, это норма, это не думайте, что в этом что-то не так, это норма. Так вот, я предлагаю вам изначально самый-самый первый ряд, да, вот мы в некоторых узорчиках так девчатами делали, с девчатами, с ребятами. Провяжите первоначальный ряд все столбики с накидом. Вот просто все столбики с накидом, а потом уже начнете делать вот такие же веерочки с нами. Угу. То есть, чтобы вот именно вот в этих цепочечках, да, вот в этих петелечках не запутались. Все, опытные мастерицы, мастера, давайте до конца ряда самостоятельно, так, точно так же. 3 столбика с накидом, пропускаем 3 петельки цепочки, в четвертую опять 3 столбика с накидом. Пропускаем 3 петельки цепочки, в четвертую опять 3 столбика с накидом. И так до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю и продолжаем дальше. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрим. У вас такая же красота получилась. Надеюсь, у вас даже лучше. Что делаем дальше? Итак, вот мы закончили нашей ниточкой. Этой же ниточкой продолжаем. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Сейчас у нас должна быть одна петелька воздушная узорчика. Делаем ее. И в итоге получается у нас здесь 4 воздушные петельки мы сделали. Смотрим дальше, что делаем. Вот у нас с вами получается веерочки, 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 да? И между ними вот такие вот небольшие арочки. Так вот, мы ныряем вот в эту арочку, делаем столбик с накидом. Накид. Нырнули вот в эту арочку первую. Вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. А дальше внимательно, смотрите. Накид. И вот мы сами внизу, да, в самой первоначальной нашей цепочке пропускали 3 петельки. Так вот, в центральную петельку мы ныряем, аккуратненько, не торопясь. Мы будем, как бы, этот ряд у нас будет, медленный, да. Аккуратненько берем. Я люблю брать именно 2 петельки, чтобы не было сверху. Вытягиваем ниточку, подтягиваем ее, да, чтобы нам было удобнее провязать. И провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Вы пока повторяйте, потом увидите, как будет красиво. Накид. И вот у нас, помните, да, опять вот эта же арочка. Сюда же мы ныряем, продолжаем. И провязываем еще один столбик с накидом. По итогу, вот такая красота. По итогу получается вот в этой арке у нас будет опять 3 столбика с накидом. Первый просто в арочку. Второй захватываем нижний стоящий, получается, цепочку. Да, потом увидите, там будут столбики. И потом опять еще раз в арочку. Несложно, да? Но, когда мы провязали с вами 3 столбика, сделаем воздушную петельку. Смотрим еще раз. Накид. Вот наши веерочки. Мы ныряем вот в эту арочку. Нырнули раз. Столбик с накидом сделали. Есть. Накид. Теперь мы ныряем вот прямо аж до цепочки. Понятно? Хватаем вот так нашу петельку цепочки. Вытягиваем ниточку, чтобы у нас не волнами край был, да? То есть ее немножечко так вот подтянем. И провязываем столбик с накидом. Раз, раз. И третий столбик провязываем опять в эту же арочку. Раз, раз. Понятен принцип? Видите? То есть будет у нас обычный столбик, такой вот удлиненный столбик, обычный, воздушная петля. Обычный столбик, удлиненный столбик, обычный столбик, воздушная петля. Понятно? И все. И вот таким вот образом столбик, потом столбик за цепочку, да, вот за среднюю петельку. Тут будет у вас немножко медленно процесс идти, но ничего страшного. Вытянули, подтянули, чтобы красиво был краешек. И провязали, как обычный столбик. И опять сюда же, в эту же арочку, третий столбик. Воздушная петля. Все. Вот у нас такой будет ряд. Угу. Аккуратненько, тихонечко. Да, эти ряды будут немножко медленно вязаться. Дальше будет быстрее. Давайте до конца ряда. Все то же самое. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так. Мастера, мастерицы, смотрите. Красота такая же. Я думаю, что у вас даже лучше. Итак, смотрите. Я провязала последние вот эти 3 столбика красивых. Сделала воздушную петельку. И мне здесь необходимо закончить ряд. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть у нас было, получается, 3 петельки подъема и петелька воздушная узора, да? Получается петелька в обратном порядке. Петелька воздушная узора и 3 петельки подъема. Но в данном случае мы провязываем за последний, получается, наш столбик. То есть тоже были 3 петельки подъема. Мы провязываем столбик с накидом обычный. 2 петельки а потом опять 2 петельки. Но я здесь хочу ввести новую ниточку. Вы можете вводить, вы можете не вводить, да. Опытные мастера, мастерицы знают, идут дальше. Новички, смотрите. Последние 2 петельки
да, неважно какого столбика, с накидом, с двумя накидами, с тремя, без накида. Вот именно последние 2 петельки на крючке мы провязываем новым цветом, если мы хотим ввести новую ниточку. Так будет очень красиво и аккуратно. Провязали, так, вот таким вот образом. И дальше по узорчику у нас полагается 3 воздушные петельки, поэтому провязываем 1, 2, 3. Подтянули вот нашу такую темно-розовую, подтянули вот так вот белую ниточку, так, поворот. И теперь мы с вами будем продолжать наш узорчик, так, то есть это у нас, так скажем, был столбик с накидом. Угу. То есть 3 петельки подъема — это имитация столбика с накидом. Дальше накид. И провязываем с вами вот точно такую же вот картину, да, столбик, столбик, столбик. Мы провязываем и здесь. То есть первый столбик есть, второй столбик. Мы опускаемся в нижестоящий ряд, да, видите? И за верхушку этого столбика беремся аккуратненько, вытягиваем ниточку ровненько, чтобы у нас были столбики красивые, и провязываем 2 петельки, 2 петельки. И вот у нас эта арочка была, провязываем сюда третий столбик. Поняли, да? То есть у нас сейчас будет узорчик повторяться из ряда в ряд. Самое главное начать здесь понять принцип. Опять воздушная петелька, поняли? Вот наша арочка. Она точно такая же была и в первом ряду, и во втором ряду такая же. То есть здесь будет 3 столбика. В арочку столбик, вот за центральный столбик будет столбик, и опять в арочку столбик. Поняли, да? Вот, все, вся красота, вся прелесть узора. Итак, в арочку столбик сделали. Опустились в нижестоящий. Здесь мы опускались к цепочке, а тут мы опускаемся вот в нашем веерочке 3 столбика. Опускаемся к нему, вытягиваем хорошо вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И вот опять наша арочка, третий столбик сюда же. Красота. Все, воздушная петелька, и опять так же идем. Арочка, столбик. Дальше в веерочек. Вытянут вот такой вот столбик. Арочка, столбик. Воздушная петля. Угу. Арочка, столбик. Вообще не сложно. Дальше веерочек, вытянутый столбик и арочка, столбик, воздушная петля. Как вам? Класс? Все. Принцип понятен. До конца ряда идем. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, провязали до конца ряда. Вот у нас получается как очень аккуратненько, красиво. Здесь хочу показать, как заканчиваем ряд. Итак, вот у нас здесь была также арочка. Сделали первый столбик. Дальше вытянутый столбик, да, наш средний столбик веерочка. И опять должны провязать в арочку, да, по идее. Но мы здесь провязываем в третью петельку подъема, точно так же, как мы начинали. Вот, в третью петельку провязываем обычный столбик с накидом. Все, вот наш ряд закончен. Помните, как мы здесь начали, так и здесь. Опять переворачиваем наше вязание. 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И здесь у нас по узорчику 1 воздушная петля. Хоп. Получается опять 4 сделали воздушные петельки. И потом тем же самым цветом возвращаемся назад. Все то же самое. Опять арочка. Так. Потом опять зацепились, получается, за средний столбик нижестоящего ряда. Вытянули петельку. Провязали столбик с накидом. И опять арочка. Воздушная петля. И опять арочка. Столбики с накидом. Дальше в нижестоящий, получается, столбик. Затягиваем так вот, петельку вытягиваем, провязываем столбик с накидом и опять арочка. Все, вот она и прелесть. Давайте сейчас самостоятельно провяжите до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, еще раз покажу, как мы меняем цвет. Договорились? Вот, узор несложный. Все, весь принцип узорчика. Давайте до конца ряда, и там я вас встречаю. Так, смотрите, вырисовывается вот такая красота. Угу. И заканчиваем точно так же, как и начинали. То есть получается, мы сделали одну воздушную петельку, так, и присоединяемся к самым последним вот этим 3 петелькам подъема. Присоединяемся и провязываем просто один столбик с накидом. Но тут я опять хочу поменять ниточку. Повторюсь, вы хотите меняете, хотите не меняете, то есть на ваше усмотрение. Я просто показываю в контрасте, как может выглядеть цвет, да. Ну и новичкам покажу, как нужно вводить новую ниточку. Итак, опять оставили 2 петельки на крючке. Берем новую ниточку. Вы можете вернуться к прежней. У вас может быть двухцветный узор, да? Может быть там 4-цветный, 3-цветный, неважно. Вот. Все зависит от вашей фантазии. Провязываем. Дальше у нас по узорчику 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Есть. Беленькую подтянули, серенькую подтянули. Поворот. Так.
И у нас получается это первый столбик с накидом. Дальше накид. Опускаемся в нижестоящий столбик. Захватываем ниточку, вытягиваем хорошо на уровень столбика и провязываем по 2 петельки. И еще раз в арочку провязали третий столбик. Все. Теперь вы знаете все, что называется, да? Вы знаете, как начинать ряд, как заканчивать ряд, как менять цвет. Вот аккуратненько опять же вытянули и опять в арочку. Все. Давайте свяжем еще несколько рядочков, да? Посмотрим, как будет вести себя цвет. Вот я, по крайней мере, посмотрю вот такое сочетание цветов. Естественно, свяжем для себя образец, чтобы потом понять, что мы из него сможем связать. Давайте. Итак, точно так же. Вы принцип поняли, да? То есть все, теперь будет повторяться все то же самое. Каждый ряд один и тот же. Серенький, серенький. Потом я переключусь на розовенький, розовенький, розовенький. Потом переключусь на беленький, беленький, беленький. Ну, я вот так вот буду шагать. Угу. Давайте увеличим наш образец и встречаемся с несколько рядочков. Давайте. Угу. Как вам? Здорово? Смотрите, как необычно, да? Узорчик получается плотненький. Смотрите. Да? Ну, как бы, ну, относительно плотненький, да? Но смотрится очень. Как по мне, так шикарно смотрится. Смотрите, девчат, что хочу показать. Девчата, ребята, да? Слежу, чтобы не обидеть мужскую половину. Допустим, вы довязали, да, до необходимого вам уровня. Что это будет? Кардиганчик, например, там, до плеча, например, там, да. Либо вы, например, там шарфик, снудик вяжете. Ну, неважно. Ваше изделие, ваша фантазия. Тут-то дырки остаются, видите? То есть нам надо с вами что сделать? Закрыть. Итак, либо этой же ниточкой, либо другой какой, там, другим цветом, да. Воздушная петелька. Я предлагаю. Вы можете придумать свое, да, свой способ. Я предлагаю. Возможно, так будет тоже интересно. Поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. Раз, два, три столбика без накида. То есть там, где у нас наши веерочки, будут столбики без накида. А вот здесь вот получается, там, где у нас с вами дырка, давайте мы провяжем один столбик. Вот так вот. Раз. Угу. И получается вытянем точно так же и закроем нашу дырку. Да? Наверное, будет здорово. Так-ка давайте дальше. Раз, два, 3 и опять нырнули к серому ряду, да, к предыдущему, вытянули хорошенечко петельку и провязали столбик с накидом. Раз, два, 3, опять накид, нырнули, вытянули, провязали. А? Как? Краешек ровный, чего мы и добивались, красота, да? И так далее. То есть вы провязываете весь, получается, верхний ряд, который вам необходимо. Раз, два, 3. И вот так. Угу. Давайте я довяжу до конца, а потом замеряем. Договорились? Так, смотрите, какая получилась красота. Вы просто зацените, какой ровный край, какой красивый, да? И смотрите, по краешкам получается здесь тоже все ровненько. С одной стороны только у нас смена ниточки идет. Очень удобно, потому что мы провязывали 2 ряда, да? Другая сторона вообще чистая. Ниточки, кончики я уже попрятала. И вы захотите, если не найдете, куда я их попрятала. Смотрите, если внимательно приглядеться, мне кажется, что эта сторона выглядит более выпуклой, более такой рельефной. И узорчик здесь смотрится интересно, нежели с этой стороны, да? Но вы для себя решаете самостоятельно, как вы захотите. Потому что узорчик двусторонний. Вот, а здесь, кажется, вот как бы видно все вот эти вот рельефики. Итак, что мы набирали? Мы набирали 33 воздушные петельки. Замерим. Если это же плотность, если это же нитка, этот же крючок, то есть прям все совпадает, то вот такая вот будет у вас картина. 21 сантиметр, аж 21, ну, с хвостиком. Супер. А тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 рядочков, да? Получается на каждый цвет по 2 ряда. И что это у нас выходит? Это выходит 11, ну, практически с половиной сантиметров. 11 с хвостиком. Я думаю, что классный узорчик. Необычный. Вашу копилочку. Я не знаю, может, тоже видел его, кто-то вязал. Я его увидела, загорелась. Девчата спрашивали, дайте узорчик для кардигана. Кардиган? Возможно, пуловер какой-то, да, вот, например. Опять же, смотрите, от цветового решения зависит, что это будет. Мужское изделие, женское изделие, детское изделие, да. Побольше ярких красочек, детская. Такие более, так скажем, темненькие. Хотя и светлые, яркие тоже можно и мужские сделать кофточки, правильно? Но
Я ж опять смотрела, знаете, что я искала это для шарфиков, для снудиков узорчик, да? И нашла вот такой. Естественно, его же можно использовать куда угодно. И шарфик, и снудик, и кофточка, и жилеточка. Я, как всегда, жду от вас комментариев, девчата. Вы же большие фантазеры. Давайте, бросайте идеи, куда можно использовать данный узорчик, с какими ниточками можно работать. И, естественно, я надеюсь, вам видео понравилось, вы оставите свои лайки. Подпишитесь, кто еще не подписался. Впереди много интересного. Нажимайте на колокольчик, так узнаете, когда выйдет новое видео на канале. И большая просьба. Под видео у вас есть стрелочка. Делитесь со своими друзьями, с подружками в соцсетях. Мне будет очень приятно. Заранее спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока.